Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. Сегодня у нас очередной обзор. На обзоре у нас геймпад SteelSeries Stratus Duo. Но перед тем, как мы перейдем к распаковке, я хочу вас попросить потратить несколько секунд, подписаться на мой канал, включить обязательно колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых видео. Ну как? Подписались? Спасибо. Поехали к распаковке. Так, перед нами коробка. Пломба на месте. Как всегда, распаковываю первый раз на видео. В упаковке нас встречает геймпад, USB адаптер, микро USB кабель и руководство пользователя. То давайте ознакомимся с геймпадом поближе. Он изготовлен из матового пластика, очень хорошо ложится в руке. По форме напоминает геймпады от Xbox 360. Вот клавиши имеют приятный такой ход. Здесь есть надписи чуть заметные: X, Y, A, B. Органы управления. Здесь о них мы поговорим чуть позже, подробнее. 4 клавиши: R1, R2, L1, L2. Здесь небольшая такая бирочка. Хочу отметить, что данный геймпад я купил для себя в свое личное пользование за свои деньги. Это не рекламный обзор, проплаченный производителем. Мои постоянные зрители знают, что я стримлю игры на своем игровом канале 899 Gaming Channel, и данный геймпад я приобрел именно для того, чтобы играть во время стримов на нем. Практически все компоненты периферии моего компьютера марки SteelSeries, и я очень доволен ими. Кстати, обзоры на них у меня собраны в отдельном плейлисте «Лучшие от SteelSeries». Советую посмотреть. Поэтому при выборе модели геймпада я сделал выбор в пользу Stratus Duo. Купил я этот геймпад на официальном сайте steelseries.com в США. Давайте войдем на этот сайт и ознакомимся с возможностями и характеристиками данного геймпада. Итак, друзья, как вы видите, мы на официальном сайте steelseries.com. Вот, значит, страничка, с которой я купил свой геймпад. Указана цена $59.99. Правда, я купил данный геймпад со скидкой. Я купил за $39.99. Буквально до середины июня были большие скидки, вплоть до 40%. Я воспользовался этим и приобрел себе данный геймпад. Вот вы можете видеть, что данный геймпад, он также хорошо подходит для игры на мобильных устройствах. Вот этот аксессуар дополнительный, чтобы, так сказать, прикрепить телефон к геймпаду, он продается отдельно. По-моему, стоит, если не ошибаюсь, что-то около $10. $9.99, как это обычно любят делать, да, там, с копейками. Так, вот рекламные такие вот фотографии. Да, вот видите, я не ошибся. Вот этот вот аксессуар продается отдельно. Вот содержимое коробки, то, что мы только что распаковали. Stratus Duo — это многоплатформенный беспроводной контроллер, оптимизированный для игр на мобильных устройствах Android, Chromebook и ПК. Значит, что это значит? Вот почему название Duo присутствует название? Я сначала думал, что это может быть там как бы два геймпада в одной коробке. Нет, к сожалению, это не так. Здесь все намного проще. У данного геймпада есть два режима беспроводного подключения. Это радиоподключение
на частоте 2,4 ГГц. Этим подключением геймпад подключается к компьютеру, к ПК. А также есть еще беспроводная связь Bluetooth. И при помощи этого, как говорится, режима связи геймпад подключается к устройствам, поддерживающим на операционной системе Android, а также к VR. Вот здесь написано моделям Oculus Go и Samsung Gear. Ну кто как произносит. Вот так вот. Поэтому вот здесь есть такие возможности. Но я буду пользоваться данным геймпадом во время игр на ПК. Поэтому мне самое главное было, чтобы он поддерживался компьютером. Кстати, очень удобно. Производитель указывает, что данный геймпад не нуждается ни в каком ПО. То есть просто подключаете и начинаете, так сказать, пользоваться. Поддерживает Fortnite Mobile и многое другое. Больше не нужно бороться с неудобным сенсорным управлением на вашем телефоне Android. Где бы вы ни находились, легко подключайте и играйте в игры на Android с поддержкой контроллеров, такие как Fortnite Mobile, без дополнительного программного обеспечения, так что вы можете наслаждаться легкостью контроллера во всех ваших любимых играх. Ну, то, что я сказал до этого, да. Также поддержка Steam. Видите, больше не нужно искать драйверы и программное обеспечение для распознавания вашего контроллера. Легко играйте в более 5000 игр Steam с контроллером и наслаждайтесь полным режимом Steam Big Picture Mode и поддержкой Steam Link прямо из коробки. Высокопроизводительное оборудование, магнитные датчики на эффекте Холла. Честно говоря, не знаю, что это такое. Намного более долговечны, чем их традиционные аналоги, что позволяет безупречно плавно срабатывать сверху вниз, а нажимаемые аналоговые джойстики обеспечивают точность на 360 градусов с минимальной мертвой зоной, независимо от того, аккуратно ли вы целитесь или нажимаете кнопки. Так, более 20 часов автономной работы. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор означает, что вы можете безостановочно играть в беспроводную сеть более 20 часов без подзарядки и продолжать игры, пока контроллер заряжается. Кстати, вот этот вот его кабель, если я не ошибаюсь, 1,80 сантиметров длиной. С одной стороны USB, с другой микро USB подключается к геймпад. То есть, если у вас зарядка закончилась на геймпаде, вы подключаете просто через USB к компьютеру и одновременно играете и заряжаете ваш геймпад. Очень удобно. Вот таким образом. Характеристики. Давайте посмотрим. Значит, ПК поддерживается от Windows 7 и выше. Значит, это готовить на пару. Значит, Steam, включая режимы Big Picture, 1000 игр с поддержкой контроллеров. Понятно то, что это VR, я уже говорил. И мобильное устройство Android 3.1 и выше. Это поддержка, да. Значит, дизайн. Значит, кабель, да, так как я и говорил, 1,80 сантиметров. Связь, значит, 2,4 ГГц плюс Bluetooth версии 4.1 или проводной USB. То, что я уже говорил вам. Тип батареи, да, литий-ионный, более 20 часов. Диапазон, это если в режиме радио, это около 12 метров получается, да? Ну, достаточно, потому что в принципе перед компьютером сидишь на расстоянии метра-полтора от силы, как бы, то есть даже 12 метров с головой. Тип контроллера микро USB. Ширина, ну, это размеры, в принципе, я не знаю, кому они важны, но опять-таки есть. Ширина 150 мм, высота 110 мм, глубина 63,2 мм. Масса 245 грамм. Да, он вообще очень легкий, но такой приятный. Такой он, знаете, не хрустит, не, как говорится, деформируется. То есть видно, что такой добротно сделан.
Опять-таки говорю, я не рекламирую, как бы я просто поклонник этой марки в том смысле, что я пользуюсь гаджетами и вижу реально их качество. Содержимое коробки мы об этом уже говорили. Итак, давайте подключим его и посмотрим в реальности, что он из себя представляет. Итак, друзья, я подключил вот передатчик сюда, прямо на клавиатуру. Моя клавиатура Apex 7, тоже от SteelSeries. Здесь был вот USB порт. Я подключил, геймпад определился, показывает сейчас в данный момент подключение. Смотрите, здесь у нас орган управления, те, которых я уже в принципе показывал. Это кнопка On-Off. Здесь мы выбираем вид подключения. То есть сейчас в данный момент у меня подключение по радиоканалу 2,4 ГГц. Bluetooth мне не нужен, потому что я не на Android и не на VR пользоваться не буду. Микро USB для кабеля зарядки. Здесь это кнопка Pairing, то есть если мы, допустим, не определяется, нажимаешь, держишь, и он начинает подключаться. Но сейчас, видите, очень легко сам подключился. Пришлось, правда, перезагрузить компьютер один раз, но все окей. Это показывает заряд батарейки. Вот если мы сейчас нажмем сюда, то видите, в данный момент из коробки уже батарейка на, так сказать, почти что половину, или половину разряжена, или наполовину заряжена. То есть кому как удобно. Так, давайте я сейчас включил игру Forza Horizon. Кстати, я стримлю ее на своем канале 899 Gaming Channel. Вот вы можете посмотреть. Здесь у меня в данный момент уже 4 дня прохождения. Заходите, смотрите, подписывайтесь на канал. В онлайне я стримлю прохождение этой игры. Итак, давайте посмотрим вообще на орган управления. Очень мягкий ход. Удобно вот лежат в руках. Кстати, перчатки, наверное, мои зрители видят, знают, что я играю в перчатках. Кстати, на перчатки тоже у меня есть обзор на канале. На моем канале личный опыт. Да, реально очень удобно. Можно дозировать газ. Маленько не посчитал. Дерево, прости. Чем отличается, вот самое главное отличие геймпада от клавиатуры, то что на нем можно дозировать газ и тормоз. То есть на клавишах это сделать очень сложно, потому что клавиша или срабатывает, или нет. Здесь такого нет. То есть если вы нажимаете не до конца, допустим, клавишу, то, соответственно, газ будет, вот видите как, он или держит, или держит, или же, допустим, набирает. Вот смотрите, я сейчас набираю газ, или вот так, смотрите, вот смотрите, я вот держу вот на тахометре, могу держать, допустим, ехать вот с такой скоростью. Нажимаю чуть сильнее, машина набирает скорость, опускаю, машина не останавливается, но потихонечку, как говорится, ездит с маленькой скоростью. В этом и вся прелесть геймпада, то есть практически более точное управление, так сказать, можно получить. Так, ребят, это, в принципе, все, что я хотел вам показать. Надеюсь, что обзор вам понравился, он вам был полезен. В этом случае, опять-таки, те, кто не подписался на меня в начале этого видео, подпишитесь сейчас, пожалуйста. Поддержите канал подпиской, не забудьте включить колокольчик. Обязательно не поскупитесь на лайк, вам не сложно, а мне приятно, чтобы видео продвигалось в поиске. Я постарался сделать этот обзор более полным. А если же у вас возникли какие-то вопросы, на которые вы не получили ответы в данном видео, пишите в комментариях, я обязательно отвечу, и мы с вами обсудим. Также, если у вас, может быть, есть какие-то свои модели геймпадов, которым вы сейчас пользуетесь, напишите их плюсы, минусы, тоже будет интересно пообщаться с вами на эту тему. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!